Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео вторая часть по вязанию моей куколки Русалочки. В первой части мы уже с вами связали ей ручки, связали ей ножки. Да, кто не видел эту куколку, то она у меня непростая русалочка. У нее есть ножки. Сейчас же мы продолжим и свяжем туловище и голову. Если вы еще не видели в первую часть, переходите на нее, ссылочка есть в описании под этим видео. Там я более подробно показываю куколку, рассказываю о необходимых материалах и инструментах, и также вот вяжем ручки и ножки. Если же детали у вас уже готовы, то мы продолжаем. Приятного вам вязания! В первой части мастер-класса мы с вами связали первую ножку, и на этой ножке связали 31 ряд из 12 столбиков. Вязание у нас закончилось с этой стороны. На второй ножке мы пока что провязали только 30 рядов. Сейчас вяжем 31. Все, первую ножку убираем, вяжем вторую. Провязываем один цельный ряд 31, 16 столбиков без накида. Первый, второй, 15 и 16. И дальше мы провязываем еще несколько столбиков. У меня это получается примерно 5, для того, чтобы также, сложив ножку ровненько носочком к нам, вязание заканчивалось с противоположной стороны от первой ножки. Получается, сейчас провяжем 5 столбиков и посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый, а мне кажется, уже достаточно 4. Можно даже 5 не провязывать. Все, провязали один ряд полный, 31 из 16 столбиков, и еще довязали необходимое количество столбиков для того, чтобы вязание заканчивалось сбоку. И вот так у нас будут выглядеть в итоге обе ножки. А дальше мы с вами уже начинаем вывязывать туловище. Набираем 2 воздушные петли. Первая, вторая. Берем первую ножку и присоединяемся в соединительный столбик, где у нас был в конце ряда. Присоединяюсь я сразу же столбиком без накида и считаю его как первый. Дальше по кругу провязываем еще 15. Вот первый у нас есть, вместе с ним должно быть 16. Четыре, 15 и 16 столбик. Вот здесь смотрите, не провяжите лишний, потому что очень хочется его провязать, но на самом деле он уже есть здесь в начале. Дальше мы провязываем 2 столбика по воздушным петлям, по цепочке, которую мы набирали. Даже, знаете, если у вас здесь сильно остается большая дырочка, можно сделать вот так. Ввести крючок, вытянуть нить, оставить ее на крючке. И дальше уже ввести крючок под первую воздушную петлю из тех 2, которые мы провязали между ножками. И сделать как бы вот такую убавочку. И тогда здесь уже никакой дырочки не остается. Ну и во второй ножке тогда сделать точно так же. Вытянуть ниточку из петли этой воздушной. И ввести теперь крючок в основание последнего столбика в ряду. И вот тоже провязать как бы такую убавочку. Все, дальше мы по второй ножке также провязываем 16 столбиков. Первый, второй, 14, 15 и 16 столбик. И вяжем 2 столбика по цепочке из воздушных петель. Первый столбик
И вот рядышком провязываем второй. Ставим маркер, обозначающий, что ряд заканчивается у нас на этом месте. Всего столбиков должно получиться 36. Получается по 16 на ножках, это 32. 2 столбика спереди между ножкой и 2 столбика сзади между ножками. Все, 36 столбиков получилось. В следующий ряд мы вяжем 33. Нужно провязать 5 столбиков без накида прибавка, так повторить 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем прибавку. Вяжем так еще 5 раз. В конце ряда у нас должно получиться 42 столбика без накида. И следующие 4 ряда с 34 по 37 провязываем по 42 столбика без накида белым цветом. Провязали 4 ряда. Последний столбик мы оставляем недовязанным, чтобы у нас 2 петельки остались на крючке. Берем пряжу цвета тела и довязываем столбик уже другой ниточкой. Дальше вот эти хвостики завязываем на узелочек, прячем внутри и вяжем следующий ряд. 38. 5 столбиков без накида убавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку за переднюю полупетельку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получается 36 столбиков. И следующие 2 ряда, 39 и 40, провяжите по 36 столбиков без накида. Не забывайте постепенно добавлять наполнитель. Провязали. Следующий ряд вяжем 41. Провязываем 10 столбиков без накида убавка 3 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и провязываем убавку. Также вяжем еще 2 раза до конца ряда и получится у нас в итоге 33 столбика. В 42 ряду мы вяжем убавку 9 столбиков без накида и так повторяем 3 раза. Убавка, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Довязываем так ряд до конца. В итоге у нас получается 30 столбиков. Следующий ряд 43. Провяжите 30 столбиков без накида. В 44 ряду мы провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, седьмой и вяжем убавку. Дальше вяжем 13 столбиков. Первый, второй, 15 и
и 13. Снова вяжем убавку. И довязываем до конца ряда оставшиеся 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Все, закончили вязать этот ряд. Наполняем хорошенько, особенно где вот этот переход от ножек к туловищу. И дальше следующие ряды, начиная с 45 по 51, провязываем по 28 столбиков без накида. Всего получается 7 рядов. Провязали 7 рядов. Следующий ряд у нас идет 52, и мы будем ввязывать ручки. Для начала провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше берем ручку и провязываем следующие 4 столбика вместе с петлями ручки и туловища. Ручку обращайте внимание на то, как располагается пальчик. Он должен быть посерединке. Так, захватили столбик на ручке и захватываем сразу же на туловище. Провязываем их вместе. Первый, также следующий. Второй. Третий. И четвертый. Смотрим на пальчик, чтобы он никуда не убегал. Все, пальчик смотрит как положено. Дальше провязываем 10 столбиков по передней части. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Здесь очень удобно ориентироваться, ровно ли ввязаны ручки. Если пятый столбик заканчивается ровно на середине, значит ручки будут ввязаны симметрично. Если же нет, то исправляйте. Вот здесь в начале можно провязать не 5, а нужное вам количество столбиков, чтобы ручки были ровненько расположены. Шестой столбик, седьмой, восьмой, девятый и 10. Берем вторую ручку и точно так же провязываем. Вместе с петлями туловища. Первая, и сразу смотрим пальчик. Второй столбик, третий, и четвертый. Довязываем до конца ряда оставшиеся 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и 5.
Все, этот ряд закончили. У нас сейчас с вами получилось 28 столбиков. Дальше следующий ряд мы будем ручки уже вязать по оставшейся наружной части, а вот эти средние, внутренние 4 столбика мы уже трогать не будем. Провязываем 53 ряд, 5 столбиков без накида по спинке. Первый, второй, третий, четвертый, четвертый, пятый. Переходим на ручки. Провязываем 5 столбиков по петлям ручки. Первый, вот те внутренние мы уже не трогаем. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Дальше вяжем 10 столбиков по переду. Первый. Очень мешается ниточка эта. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И переходим на ручку. На ручке нам надо провязать 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее довязываем оставшиеся 5 столбиков без накида по спинке. Первый, второй, третий столбик, четвертый и пятый. Все, провязали. Получается, ручки мы с вами ввязали. Сейчас у нас получилось 30 столбиков. Дальше вяжем следующий ряд. Уже у нас идет на убавление. Вяжем убавка. Три столбика без накида. Первый, второй, третий. И повторяем так до конца ряда. Всего должно получиться 6 раз. В конце ряда получается 24 столбика. Провязали этот ряд. Не забывайте добавлять наполнитель в основу, в тело. По поводу ручек, как я уже говорила, наполнитель я добавляю в нижнюю часть, вот примерно вот до пальчика, до его окончания, где-то вот здесь у меня. Вот эта часть у меня уже идет пустая. Наполнитель я сюда не добавляю. Сейчас, когда провяжем еще один рядочек с убавками, можно уже добавлять наполнитель, но вот сюда в ручки не надо. Можно добавить вот здесь на плечики вот эти вот 2 рядочка, чтобы они не были пустыми, а дальше остаются пустые. Просто если совсем наполнить все, мне кажется, ручки уже потом будут вот так некрасиво торчать, а пустыми они выглядят вполне хорошо. Вот здесь нет наполнителя совсем, а вот на плечике вот здесь вот в пару рядочков
после соединения ручек с туловищем. Здесь уже есть наполнитель. Вяжем следующий ряд 55, провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. И вяжем убавку. Так, чередуем до конца ряда. Всего должно получиться 6 раз. И получится у нас уже 18 столбиков. Провязали следующий ряд 56. Мы провязываем 1 столбик без накида. Убавка. И так повторяем до конца ряда. Получается у нас всего 6 раз. И следующий 57, 58 и 59, всего 3 ряда, провяжите по 12 столбиков без накида. Провязали. Вот такая у нас получилась фигурка. Дальше мы начинаем уже вывязывать голову. Укрепляю шею я примерно на середине вязания головы, чтобы уже потом мне не мешала эта палочка или, допустим, проволочка. В общем, делать это будем попозже. Сейчас давайте начнем вязать голову. Начинаем вязать первый ряд головы. Так и пойдет нумерация 1, 2, 3, 4, потому что первый ряд очень хорошо виден за счет того, что весь этот ряд мы вяжем прибавками. Получается, вяжем 12 прибавок в каждую петлю. Всего должно получиться 24 столбика. Довязываем так до конца ряда. Во втором ряду мы провязываем 3 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, третий и прибавка. Также повторяем до конца ряда. И в итоге у нас получается 30 столбиков. В третьем ряду вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй, прибавку. Дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка. Вяжем так еще 4 раза. Всего 5 будет. Провязали и дальше довязываем до конца ряда оставшиеся 2 столбика. Первый и второй. Следующий ряд 4. Провязываем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получается 42 столбика. Провязали. Следующий ряд 5. Провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Вяжем прибавку. Далее 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Вяжем так еще 4 раза.
Провязали и вяжем оставшиеся 3 столбика без накида до конца ряда. Первый, второй, третий. Все, мы закончили основные ряды с прибавками на голове. Получилось у нас сейчас 48 столбиков без накида. И следующие ряды с 6 по 16, это получается всего 11 рядов, вяжем по 48 столбиков. То есть без прибавок, без убавок, просто вверх 11 рядов. После того, как их свяжете, приготовьте глазки 8 мм. Если ваша куколка на вид получается больше, можете попробовать, как я уже говорила в начале, 10 мм глазки. И также приготовьте себе проволочку или шпажки с лейкопластырем, или же ватные палочки. В общем, то, чем будете укреплять шею. Я буду использовать шпажки и обматывать их лейкопластырем. Провязали 11 рядов головы и устанавливаем глазки. Я их располагаю между 11 и 12 рядом. Вот у нас первый, его хорошо видно. Отсюда считаем между 11 и 12. И расстояние между вот этими ножками глаза у меня идет 8 столбиков. Все, 11 и 12 ряд, 8 столбиков между глазками. И это глазки 8 мм. Но у меня и вязка мелкая, поэтому мне они хорошо подходят. Дальше давайте я покажу, чем я укрепляю шею. У меня есть вот такие вот тоненькие обычные шпажки. Я покупала там целая огромная упаковка. Вот здесь она на краю острая, я ее не использую с этого края. Примеряем примерно вот от этого ряда головы, примерно чуть больше середины туловища, вот так захватываю. Ну сколько здесь, сантиметров 10, да, наверное. Больше, думаю, не нужно. Складываю 2 вот эти палочки, шпажки и обматываю их вот таким образом лейкопластырем. Лейкопластырь я брала вот такой широкий. Все, так подготовила. Дальше берем с помощью ножничек или какого-нибудь другого острого предмета, подготавливаем в шее и туловище место для этих шпажек. Потому что мы уже добавляли наполнитель, там уже очень плотно все. Просто так палочка это туда не поместится. Поэтому место я подготавливаю. Все так. И уже после этого я вставляю вот эту шпажечку. 2 шпажки. Вот так. Теперь вокруг шпажки на шее тоже обязательно добавляйте наполнитель, чтобы не получилось так, что шея пустая и там только эта деревяшка торчит. Нужно, чтобы вот так вокруг был наполнитель. Все, доделываем вот эту всю работу с укреплением шеи. И дальше будем уже закрывать голову. Так, все доделали, наполнитель добавили. Теперь уже вяжем следующие ряды. В 17 ряду мы провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. Так вяжем до конца ряда еще 5 раз, и у нас в итоге получается 42 столбика. Довязали, добавляйте постепенно наполнитель. Вяжем следующий ряд, 18, провязываем 5 столбиков без накида, убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, убавка. Вяжем так до конца ряда, а в итоге у нас получается 36 столбиков. Провязали. В 19 ряду мы вяжем уже 4 столбика без накида, убавка. Также повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и убавка. В итоге у нас получится 30 столбиков. Добавляем наполнитель, потому что все, у нас осталось всего 3 ряда провязать.
Вяжем следующий ряд 20. Вяжем 3 столбика без накида убавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй, третий и вяжем убавку. В конце ряда у нас получится 24 столбика. И тут, я думаю, уже понятно, что следующий ряд 21 мы вяжем 2 столбика без накида убавка 6 раз. 22 ряд вяжем 1 столбик без накида убавка 6 раз. И 23 ряд, последний, заключительный, вяжем 6 убавок. Дальше уже мы с вами снова встретимся и вместе закроем оставшееся отверстие из 6 столбиков. Все, провязали самостоятельно эти ряды, остановились на последнем ряду, где провязали мы 6 убавок. Дальше следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и вытягиваем ниточку подлиннее, чтобы ей было удобно стянуть оставшееся отверстие. Я беру иголочку с большим ушком. И дальше мы начинаем стягивать. Вводим иголочку с наружной стороны во внутреннюю, захватывая переднюю полупетельку. Первую и хорошо подтягиваем. Дальше захватываем вторую полупетельку. И так по кругу мы обхватываем все 6. Третья. Главное, хорошо подтягивайте сразу. 4, потому что потом это будет сложно сделать, стянуть все разом, ниточка может порваться. 5. И вот здесь у меня 6 полупетелька. Теперь вводим иголку в середину, выводим где-нибудь сзади головы. И снова хорошенько подтягиваем. Вот так у меня получилось. Здесь у нас будут сверху волосы, поэтому все будет смотреться хорошо. Теперь, опять-таки, потому что здесь волосы, я вот так свободно на затылке, сзади головы просто провязываю узелочек. И ниточку можно вывести в другое место куда-нибудь и обрезать. На этом все. Основа нашей куколки готова. Вот такая получилась девочка. Оформлять личико, волосы мы с вами будем уже в третьей части.